Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Хотела всех поблагодарить за ваши комментарии, лайки. Также хочу напомнить, для личного расклада пишите мне на WhatsApp либо Instagram. И также для тех, кто хочет помочь мне, моему каналу в развитии, я оставлю ссылку на свой донат. Итак, давайте сегодня посмотрим такую тему, что происходит у него в жизни. Так, кто же к нам сегодня придет? Представьте своего мужчину. Посмотрим. Если смотрят мужчины, соответственно, думайте, что... Ну, смотрим на женщину. Итак, кто ваш партнер? Так. Так, этот мужчина, скорее всего, однозначно с этим мужчиной у вас произошел разрыв. Да, сам по себе мужчина такой. Он, конечно, вообще дружественный мужчина. Ну, может, наивный, творческий, да, такой вот. Но по отношению к вам, да, здесь однозначно, либо он вам разбил сердце, либо вы ему разбили сердце. И между вами на данный период времени вот есть обида, разрыв есть однозначный. Но здесь мужчина еще такой, знаете, инфантильный. Не исключая того, может быть, он даже и младше вас по возрасту. Так, что это еще за мужчина? Так, в принципе, это ваш партнер здесь. Когда-то вы с этим мужчиной были вместе, да, не исключая того, было взаимопонимание, дружба, любовь была. Но на данный период времени этот мужчина от вас и вы от него. Между вами пустота. Скорее всего, между вами нет общения здесь. Даже если есть общение, могут быть либо дети. Так, но сам по себе вообще мужчина, он, конечно, он может быть дружественный. Общительный может быть, но внутри он очень холодный. Одиночка, вот такой вот мужчина здесь выходит. Так, давайте посмотрим, почему вы с этим мужчиной расстались, интересно. Между вами были здесь конфликты, скорее всего. Не исключая того, здесь и была и ревность, и мужчина здесь обвинял постоянно женщину, был недоволен женщиной. Женщина как-то от него отстранилась, не исключая того, что вы заблокировали этого мужчину. Почему? Потому что устали от его упреков, конфликтов. Здесь мужчина к вам относился, вы знаете, не как к женщине, а как к мужчине, как к сопернику. Так, все-таки, кстати, у вас еще и отношения здесь как обнулились. Так, почему еще вы расстались с ним? Ну, здесь все уже, понимаете, не исключая того, что здесь мог кто-то вмешаться в третий человек со стороны, да. Мужчина, ну, этот союз вот конкретно был для вас очень сложным, очень. После чего у вас произошел вот этот разрыв. Уже все, что вы строили, все разрушилось. Здесь я могу сказать, больше, скорее всего, наверное, женщина страдала. Было очень тяжело, как будто все эти отношения женщина на себе несла. Как будто не хватало энергии. Уже все. Вот устала. И, соответственно, после этого у вас произошел здесь конфликт. Не исключая того, может, даже и предательство произошло. Так, и в концовке, как вы поступили с этим мужчиной? А вы от него отошли. Отошли, не исключая того, что здесь могла появиться здесь тайная женщина. Мужчина здесь много чего от вас скрывал. Но... вы об этом узнали здесь, да, и начали все-таки защищать свои интересы. Но и мужчина здесь на вас начал нападать. Здесь еще не исключает то, что мужчина задел ваше эго, а вы задели его эго. И между вами началась здесь такая вот ментальная, может, даже у кого-то физическая война, да. Но вы здесь поступили мудро. Вы просто ушли в сторону. А мужчина здесь, скорее всего, на вас нападал. Так, если ваш подходит описание вашему мужчине, то сразу смотрим. Так, давайте смотреть, что же происходит у него на сегодня. Что у него происходит сегодня в личной жизни. Так, что в личной жизни у тебя, дорогой, происходит? Скажи, что у тебя на сегодня в личной жизни. Так, есть женщина с ним рядом. Женщина такая непонятная. Кстати, не исключая, что у этой женщины есть еще кто-то. Женщина, знаете, здесь больше, скорее всего, наверное, похожа на любовницу, да, которая все равно
Хочет дает, хочет не дает. Женщина энергичная. Женщина знает, что она хочет. Так, что у тебя еще происходит в личной жизни с этой женщиной? А он там впахивает. Кстати, он... Здесь либо он за нее держится, либо она за него держится. И он, в принципе, с этой женщиной, да, он в нее вкладывается. Работает там как проклятый. Ну вот и думает, может быть, даже уйти из этих отношений. Так, куда собираешься идти? Так, к женщине. Кстати, я вам скажу, то, что есть еще одна женщина у него, скорее всего, это вы. Не исключая того, может, у вас была семья с ним. Либо даже если вы с ним не семья, женщина здесь есть та, которая на него очень сильно обиделась. Очень сильно знать, видеть его не хочет. Женщина это не обмануть. Женщина на данный период времени, она его как осудила. Вынесла ему вердикт, не подходи, прибью конкретно. И сейчас этот мужчина, будучи с этой женщиной, да, он подумывает о приходе к этой женщине. А женщина здесь стоит, защищает свою территорию. Не исключая того, может быть, вы его супруга. Может быть, вы с этим мужчиной могли с ним поругаться. Не будет привязываться, да, если супруга, не супруга, может, вы просто бывшая его какая-то женщина, да, которая видеть его сейчас не хочет. Почему? Потому что мужчина причинил вам боль, предательство какое-то было. Скорее всего, не исключая, что третьи лица были в ваших отношениях, после чего женщина здесь оскорбилась. Ну, довел, конечно. Так, конкретно скажи, что у тебя происходит в доме? В доме. В доме денег нет. В доме, если, не исключая, может быть, дети, там тоже есть, но... кстати, здесь на обложке, смотрите, что. Здесь получается так, что мужчинка-то не промах. Ну, мужчинка здесь, конечно, подленький. Подленький. Скорее всего, наверное, не получил то, что хотел. Вот ему обещали, скорее всего, здесь золотые горы, да, а не получилось. Почему-то с деньгами проблемы. Не исключая того, возможно, со здоровьем могут быть проблемы. Как будто помощи нет. Да. Еще могу добавить, что вот в том доме, с кем он находится, да, конфликты, вот все с деньгами связано. Так, что у тебя еще в доме, где ты сейчас находишься, что происходит? Не исключая этого, опять повторяюсь, возможно, у него там есть дети. А может, если нет детей, то он себя, конечно, ведет с одной стороны инфантильно, а с другой стороны, вот как мужик, как сказал, сделал, да. Но почему-то с ним здесь особо не считаются. Тяжело ему там, где он находится. А может быть еще, что он находится с родителями в доме. Что есть властный отец, который диктует ему, что делать. Либо тот мужчина, которого он может уважать. Да. А что у тебя в личной жизни? Ну, в доме что-то у него там проблемы. В личной жизни что у тебя там? В личной жизни. Ну, пока непонятки какие-то. Он на выборе, кстати, треугольничек есть у него там. Он сам по себе мужчинка такой мутный, соответственно, и отношения у него мутные. Разочарован, есть какое-то разочарование. Не исключаю того, может быть, это разочарование. Вот мужчина здесь двойственный, да. Но здесь однозначно у него отношения есть. Но помимо этого он, кстати, может выпивать. Здесь может быть и алкоголик такой вот, да. А вообще, я бы еще сказала, что у него с психикой проблемы. Но мужчинка здесь так, что у тебя еще в личной жизни? У него есть женщина. Женщина есть. Может, он к этой женщине испытывает эмоции. У него есть женщина тайная. Не исключая того, что они могут периодически встречаться. Такое тоже, да, есть. Кстати, еще могу, знаете, что добавить? Здесь такое... Здесь еще могу добавить то, что есть в его жизни женщина, так, которая резко ворвалась в его жизнь. Она могла его привязать к себе. Каким способом? Ну, пойти через магию. А именно, знаете, здесь вот как через питье поила. Вот здесь более-менее на это похоже. Что с тобой это сделала женщина еще? Кстати, эта женщина... Она из него сделала дурака. Причем здесь она постаралась, женщина, чтобы отвернуть от другой женщины. Чтобы у него отношения, я так понимаю, это с вами, да? Чтобы этого мужчину от вас отвернуть постаралась. Но здесь я вам скажу, конечно, эта женщина очень повлияла на него.
Эта женщина у него появилась неожиданно в жизни. Видите, здесь она повлияла на его судьбу. Не исключая того, может быть, вы были замужем за этим мужчиной, да? Когда появилась эта мадам, вы даже и не поняли, с кем вы проживаете. Этот мужчина изменился кардинально. Он превратился просто в дебила. Очень хладнокровный. Ну, конкретно превратился в вашего бывшего партнера. Женщина очень сильно на него здесь повлияла. Она, кстати, его насильно могла в себя влюбить, привязать. Так, ну скажи, ладно, ты с этой женщиной счастлив теперь на сегодня? Счастлив ли ты с этой женщиной? Ну, я бы сказала бы, конечно, здесь нет. Почему? Потому что тяжело все-таки. Какие-то отношения бесперспективные. Здесь не исключают того, да, то, что, может, их какой-то совместный переезд ожидает, либо он сам хочет от нее каким-то образом слизнуть, уйти. Кстати, он там агрессирует, обижается на нее. Что у тебя с этой женщиной? Кстати, она могла ему родить ребенка. Если детей нет, то эта женщина претендует быть главной в его жизни. Она хочет власти, она хочет... Здесь женщина очень даже эгоистичная. Но и мужчинка здесь тоже не промах. Соответственно, женщина хочет его к себе, ну, привязать однозначно. Самоутвердиться хочет. Она хочет, чтобы постоянно он ее добивался. Понимаете? Так, что здесь? Помимо этого, здесь женщина тоже как будто бездушная. Может, у нее в личной жизни раньше были проблемы, а тут решилась на нем самоутвердиться. Так, так все-таки как тебе с этой женщиной? Конфликты у них происходят. Конфликты, кстати, они могут вместе проживать. Может быть, они семейные. А если даже они не проживают, то женщина может быть здесь материально обеспечена. Но здесь не исключая того, может, я вам до этого говорила, пообещала, здесь золотые горы, да не получилось. Конфликты могут происходить из-за денег, так как в доме у него с деньгами проблемы. Так, здесь почему-то конфликты, друг друга не слышат, не видят. Он, кстати, еще может, знаете, как находиться с ней вот из-за денег, да, и, соответственно, происходят конфликты. И вот на некоторые нюансы просто закрывать глаза, так как есть финансовая подушка, да. Но еще счастлив ли ты с этой женщиной? Она его там, знаете, как... Ну, давит на него там. Вот знаете, что хочется сказать? Что завербовала его. И вот она его тащит, она ему управляет путь, она им управляет, куда, с кем двигаться, общаться. Здесь я вам скажу, здесь нет, мужчина с ней слабый, здесь она ему управляет. Так, счастлив ты еще с ней. Она ему перспектив пообещала. Он уже ждет, когда уже вот будет этот прорыв, когда я уже стану тем мужиком, властным, богатым. Но здесь конкретно, здесь мужчина хочет. Он уже ждет, когда уже это произойдет уже. Да. А по поводу этой женщины, которая смотрит тебя сейчас, что ты о ней скажешь? Интересно. Что скажешь? Не получилось у меня. Сам себя обыграл. Связаться хочется ему. Он в вашу сторону, кстати, еще поглядывает. Но видит, что препятствие, что не получилось здесь самоутвердиться. Здесь получилось так, да, когда-то он с вами поступил, мягко сказать, мерзко. Сейчас со временем, да, он понял то, что, оказывается-то, не ту победу я отпраздновал. Не знаю, он не верит по поводу того, ну, что вы для него, знаете, как нет, что он на данный период времени в ваших глазах является недомужиком. Это вот так вот. Что ты еще можешь сказать той женщине, которая смотрит тебя? Но он сам виноват. Он сам виноват, сейчас у вас ситуация непонятная. Женщина здесь когда-то ждала, может, вы и ждете, когда придет ваш принц, да? Но мужчина здесь как-то долгое время не проявляется. Ваши же отношения какие-то бесперспективные. Хотя я вам скажу, он понимает то, что вы ждали его. То, что вы с собой пожертвовали ради него. Может быть, ради его какого-то карьерного роста, что вы ждали, понимали. Вот это ему не хватает, понимаете, вашей жертвенности. То, что рядом с вами он был с мужиком. А что ты еще этой женщине хочешь передать? Он видит то, что вы отстранились. Здесь как обоюдное отстранение. Женщина здесь потеряла интерес абсолютно в его адрес. Вообще никак не проявляется. У женщины, в принципе, все нормально. Не исключает того, что он видит вас, женщину,
материально обеспечены. Даже если вы такой не являетесь, все равно от вас веет, знаете, чем? Стабильностью. Стабильностью. Но он видит то, что вы, как будто этот мужчина для вас сейчас... Ну, нет этого мужчины. Вы его не замечаете. Вы сейчас озабочены своими делами. Что еще хочешь сказать этой женщине, которая смотрит тебя? Ну, здесь, смотрите, здесь вы конкретно ему. Когда-то он вас предал, он думал, то, что он выиграл, а на данный период времени вы ему преподнесли такой урок, да? Предал меня, ничего страшного, жизнь поставит тебя на место. Ты еще очень сильно об этом пожалеешь. И он, правда, об этом пожалел. Получается так, что он вам как хотел когда-то причинить боль, не знаю, отомстить. Сумасшедший здесь товарищ. Но время прошло, вы показали ему, что он для вас уже умер. Тем самым, что он для вас не мужчина, никто, не собака, не знаю. Здесь конкретно вы поставили здесь точку. И здесь конкретным учителем являетесь вы. Ну, как тебе после этого? Скажи. Ну, злится, обижается. Знаете, почему же злится? То, что он уже эти отношения сам и разрушил. Когда-то здесь, видите, здесь вы друг на друга смотрели, любили друг друга. Верили в эти отношения. Здесь, смотрите, вы когда-то были равными. Уважение, любовь, взаимопонимание было. Сейчас этого нет. Все разрушилось. По чьей вине? По вине этого придурка. Агрессирует. Почему? Потому что вас больше нет. Нет вашей поддержки. Ничего. Ну и что ты еще напоследок скажешь этой женщине? И заканчиваю. Что сказать вам? Все равно тянет его прошлое. Прошлое, все равно он об этом, знаете, думает. Все равно испытывает к вам чувства, да. Может, с вами хочет общаться. Если есть дети, к детям приезжать общаться. Все равно по поводу вас он фантазирует здесь. Перебирает, а может быть так, а может так. Так, подожди, все-таки я хочу спросить, для чего тебе нужна эта женщина? Для чего тебе нужна эта женщина? А вы сейчас для него шанс. Понимаете, что? Но он понимает то, что все, вы от него закрываетесь, вы как будто ему шансов не даете. Почему вы ему нужны-то? Вы посмотрите сейчас, вы какая красотка стали. Самодостаточная, и деньги есть, и работа, и все. Посмотрите, какая вы. А он как будто, знаете, как... вот вы между ним и собой как будто забор построили, да? И как будто он стоит на обочине. Ну, как мусор. Вы его выбросили, все, не надо, иди своей дорогой. И вы живете, сами кайфуете. Для чего? Конкретно вы ему нужны. Он видит в вас шанс. Для чего нужны вы ему? Он хочет вас привязать. Он хочет опять, если вы семья, да, он хочет, чтобы вы опять с ним вступили в отношения. Кто с ним вступит в отношения, даже не смейте, не думайте, попадетесь опять в ту же ловушку. Он преподнесет все это красиво, пострадаете вы. Здесь мужчина хочет над вами власти. Вот все, что у вас было до, повторение хочет. Понимаете как? Если вы не были семьей, он может вам даже предложение сделать. Но поверьте мне, вы попадете. Для чего вы ему нужны? Вы его искушение, понимаете? Тянет его к вам. Помимо этого, вы для него его страсть. Но все-таки для чего тебе еще нужна эта женщина? Затащит он вас в треугольник, теперь уже точно. Он очень хитрожопый, извините за выражение. Хитровые. Такой вот мужчина здесь. Извините, что вижу, то и говорю. Здесь мужчина очень любвеобильный. Он ищет себе внимание. Понимаете? Вы войдете с ним в отношения, я вам сразу буду говорить, скажу. Будет обманывать, как вас до этого обманывал. Здесь будет еще хлеще вас обманывать. Понимаете? Вас вгонять в иллюзии, в ту реальность, которая не существует. Здесь мужчина такой. Здесь мужчина может быть аферист, альфонс, абьюзер, кто там еще, нарцисс. Ну, вот все вот эти вот ненормальные, да? Кому себя не жалко, пожалуйста, ваш принц только поманите, с удовольствием появится. На сегодня вот был у нас такой расклад. Подписывайтесь, мои дорогие друзья. Мне интересно почитать, с кем срезонировал этот расклад. И также всех приглашаю на личные расклады. Как всегда, я вам скажу, до скорой встречи. Благодарю за внимание.